Всем привет, с вами Левша, и в этом мастер-классе я отвечу на часть вопросов, которые вы задавали в предыдущем выпуске про командные бои. Многие интересовались, а какие еще танки могут забраться на гору самостоятельно? Отвечу. Из тех танков, что встречаются в командных боях, без помощи с нижнего респа смогут подняться ВЗ-132, Т-71 и Т-2ЛТ. С верхнего респа могут заехать сами Т-2ЛТ и ВЗ-132. При этом вам на ВЗ-132 потребуется ограничитель оборотов и бензин. Да, кстати, в рандоме забираться на эту гору особого смысла нет, уж лучше настрелять урон на центре. Также многие писали, что с нижней базы не получается заехать на горку одному на 1390. В таком случае, если не получается, можно заехать, имея в сетапе 2 90-ка. Тут, думаю, не должно возникнуть никаких проблем. Дальше продолжим тему рудников. Есть ли место, где можно подсадить на центральную гору ТТ или СТ, при этом чтобы минимум один танк контрил переезд через гору? С верхнего респа можно подсадить средние и тяжелые танки. Для подсадки вам понадобится 4 больших танка и 1 Т-1. С ним будет проще подсадить, поставив его между танками. А тем тяжем, что остался без дела, можно с опушки подсвечивать заезд на гору. Сюда можно закинуть Т-69, 50-100 и даже ИС-3. Такая подсадка может неплохо удивить врага на горе. А с нижнего респа с подсадкой можно не мучиться, ничего не выйдет. Как бороться с рашем по центру? Ведь когда 4-5 танков заезжают в круг, сколько ни сбивай захват, он все равно идет очень быстро, не успеваешь сбить. В первую очередь, надо расставлять своих светляков так, чтобы они как можно раньше засветили атаку врагов. Чем быстрее вы получите информацию, тем больше будет времени, чтобы среагировать и перестроить основные силы. Если все делать хорошо, то вражеские танки можно встретить на заезде в круг. Когда отбиваете свою базу, запоминайте, с кого вы уже сбили захват, а на ком он еще есть. При возможности минусуйте вражеские танки, но не увлекайтесь фокусом. Следите за полоской захвата как следует. Важно не паниковать в такой ситуации и стараться пробивать танки наверняка. Если в сетапе есть 1390, пусть попробует заехать с другой стороны. Тогда он сможет сбить захват с тех, что не простреливают союзники. Какая тактика выгодна против тяжелого сетапа на городских картах, при универсальном сетапе или сетапе с Т-32? Против тяжелого сетапа на городских картах более легким сетапом выгоднее растягивать соперника. Если противник поедет в атаку, вы сможете захватить базу 90-ком и 2 Т-1. Их медленные танки не успеют вернуться на сбитие. Избегайте прямых перестрелок и старайтесь ловить соперника на перетяжках. При этом, если команда противника забивается в глухую оборону на городской карте, то тут уже вряд ли помогут какие-либо тактические уловки. Как выбить деф на Ласвеле, если враги засели на верхнем респе? Если команда противников стоит в правильных позициях, то это один из тех дефов, что практически не взламывается. Можно, конечно, попытаться на последних минутах боя попробовать атаку с разных флангов, в надежде, что соперник подставится. Или же проатаковать в лоб, выезжая с кишки и пытаясь захватить базу. Но опять же, если все танки соперника находятся рядом с кругом, то шансов на победу очень-очень мало. Покажите позиции для объекта 416. Играть в КБ на объекте 416 нелегко. У него низкий профиль, заднее расположение башни и плохие углы вертикальной наводки, что приносит определенные неудобства при выборе позиции. Лучше всего на нем прикрывать союзные танки издали, а если и выезжать, то по ровной поверхности. Для перестрелок на сложном рельефе объект подходит не очень. На Руинберге с нижнего респа можно выехать по третьей линии и настрелять танком в зелени. Или же занять позицию в каноле, чтобы прикрыть союзные танки. На утесе с верхнего респа можно занять квадрат А5, а на Прохоровке с нижней базы можно пострелять по центру с К3 или с H1. Какой из нестандартных сетапов в формате 7.42 вы бы порекомендовали попробовать? Можно поиграть в 5.1390, и это довольно весело, но могут возникнуть сложности на городских картах. Еще можно попробовать сетап из хелкатов и классов, но тут придется как следует тащить, так как реализовать такой набор танков весьма сложно. Какой твой любимый танк в КБ? Больше всего мне нравится играть на Першинге. Для КБ это один из самых сбалансированных танков. У него слабое пробитие бронебойным снарядом, это плохо. Но если стрелять подкалиберными, то можно как дать отпор тяжам в городе, так и настрелять урон на открытых картах. За счет хороших углов вертикальной наводки и крепкой маски на этом танке можно уверенно играть от башни.
Многие интересовались, как можно взломать деф на карте Ruinberg, как с нижнего, так и с верхнего респа. Поэтому я решил более подробно рассказать об этом в отдельном выпуске мастер-класса. Пишите в комментариях, что именно вы хотели бы узнать на эту тему. Не забывайте подписываться на киберспортивный канал, чтобы не пропустить новый выпуск мастер-класса, а также на мой канал, где я выкладываю много всего интересного. На этом все. Всем пока!